Рынок мячей не менее важен для брендов, чем рынок футбольной формы или бутс. Производители стараются заключать спонсорские контракты с разными турнирами. Но серьезный рекламный эффект могут дать далеко не все лиги по причинам разного зрительского интереса. В ближайшие несколько минут мы рассмотрим самые крутые футбольные турниры и узнаем, какими мячами там играют, а заодно разберемся, какой бренд доминирует. Но перед тем, как начать, напомню, что партнером нашего проекта является компания Marathonbet, которая из оставшихся 4 команд фаворитом Лиги Чемпионов считает Барселону. А как думаете вы? Ссылку на марафон оставлю внизу. А теперь погнали! Начну с национальных чемпионатов. В это сложно поверить, но да, такая крутая лига, как АПЛ, не имеет собственного уникального мяча. Визуально, конечно, можно сказать, что он отличается от других, но это только на первый взгляд. Как и в футбольной форме, бренд часто действует по принципу копипаста, не делая уникальных вещей. Официальный снаряд АПЛ сделан на базе стандартного мяча Nike Merlin, просто в особенной цветовой схеме, и подобное мы еще встретим в других турнирах. Кстати, об истории всех мячей английского чемпионата смотрите по ссылке в подсказке. Одно из моих первых видео. Вспомнили вообще все. И если в английскую лигу Nike не пускает никого из конкурентов очень давно, то в кубках они уступили ребятам из Митры. В чемпионате Испании играют также мячами Nike Merlin с уникальной расцветкой, но последний сезон. В следующем году в Ла Лиге будут мячи Puma, большая победа немецкой компании. Последние годы об их профессиональных мячах все забыли. Nike же был техническим спонсором Ла Лиги с сезона 96-97, но все изменилось. Хавьер Тебос, глава лиги, был недоволен тем, что Nike делали мячи шаблонными, и те никак не отличались от снарядов других турниров. Федерация считает, что Ла Лига достойна чего-то уникального. Puma будет платить по контракту 1,7 миллионов евро в год. Условия же истекающего контракта с Nike неизвестны, но предположу, что они были похуже. В Кубке же Испании играют мячами Adidas Connex 19, стандартный актуальный вариант от бренда с 3 полосками. Какими же снарядами рубятся в серии А? Ну конечно, Nike Merlin в уникальной окраске с логотипами федерации. Все по стандарту. Кстати, этими же мячами играют и в Кубке. А вот в серии Б предпочитают мяч бренда Kappa. Настоящая экзотика для этой товарной категории. В чемпионатах Германии и Франции тоже довольно интересные мячи. Бундеслига перед началом этого сезона подписала контракт с брендом Derby Star, который с 1991 года принадлежит датской фирме Select. Этими же снарядами играют и в Кубке. А в Лиге 1 техническим спонсором является компания Uhlsport, которая вообще прославилась благодаря своим вратарским перчаткам. Стоит сказать, что и в Германии, и во Франции до этого поставщиком мячей была компания Adidas, которая буквально в один момент упустила 2 топовые лиги, одна из которых домашняя, даже немного странно. В Кубке французской лиги этот турнир похожий на Кубок Франции, его победитель также выходит в Лигу Европы, играют мячами Умбра. Такой снаряд дебютировал в финале между Страсбуром и Гингамом. Кстати говоря, он подвергся жесткой критике игроков. Этот мяч похож на волейбольный, его траектория непредсказуема, сказал Даниэль Конгре, защитник Монпелье. Зато яркий и редкий. В нашей родной РПЛ и Кубке России играют мячами Nike Merlin, который, в отличие от более крутых турниров, вообще стандартный даже по расцветке. Единственное, перед каждым туром на эти мячи наносятся логотипы лиги и необходимые надписи, вроде названия играющих команд, с помощью обычного термотрансфера. Прям как номера на футболках. Так что не ищите специальных мячей российской премьер-лиги. Их просто не существует. А вообще, кто-нибудь помнит, как в нашем чемпионате играли мячами Select? Он удачно подходил к тогдашним огородам. В чемпионате Украины вообще ситуация запутанная. Большинство матчей играется все теми же стандартными Nike Merlin, из чего можно сделать вывод о партнерстве американского бренда и УПЛ. Но в некоторых играх встречаются мячи других компаний, например, снаряд Лиги Чемпионов, причем не всегда даже самой последней версии. Скорее всего, Nike является лишь рекомендуемым брендом от федерации, но клубы предоставляют мячи для игр самостоятельно. И не всем командам по разным причинам эти снаряды от Nike зашли. Отсюда разнообразие. А вообще, возможно, стоит нашим клубам и лиге обратить внимание на более мелкие компании для партнерства. Хотели, чтобы в наших чемпах были уникальные мячи. Такие, как, например, в чемпионате Голландии. Вот уже 2-й сезон для этого зрелищного турнира мячи поставляет Derby Star. И в сезоне 19-20 они будут называться Rembrandt Ball. Эти снаряды — настоящее произведение искусства. В них дизайн навеян творениями Рембрандта.
Такая идея реализована в честь года Рембрандта. 2019 посвящен Голландии легендарному художнику, поскольку в этом году исполняется 350 лет со дня его смерти. Идем дальше. В чемпионатах Турции и Португалии играют все теми же стандартными мячами Nike Merlin. А вот для американской MLS Adidas делает уникальный по внешнему виду мяч, который называется Adidas Nativo. Как вам? Ну и не могу не упомянуть Лиги стран, где также немало людей нас смотрят. Вам большой привет! В чемпионате Казахстана играют мячами Adidas Connex 19, новинка этого сезона от немецкого бренда. А вот в чемпионате Беларуси предпочитают старенький Adidas Telstar, которыми играли на групповом этапе чемпионата мира 2018. В плей-офф, если помните, мячи были с красными деталями, а на групповом этапе точно такие же, как сейчас в Беларуси, с черно-серыми деталями. Непонятно только, почему белорусы выбрали именно эти мячи. Самым крутым международным турниром является Лига чемпионов, поэтому неудивительно, что там играют уникальным эксклюзивным мячом, который вообще не похож ни на один другой. Его производит компания Adidas в фирменном дизайне турнира с панелями в виде звезд. Кстати, недавно мы вскрыли такой мяч и посмотрели, из чего он сделан. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите по ссылке в подсказке. А вот мячи для Лиги Европы делает компания Molten. Японский бренд забрал второй по значимости Еврокубок у ребят из Adidas. Мяч называется достаточно предсказуемо – Molten Europa League. В Суперкубке УЕФА играют мячами Adidas. Так, в последнем розыгрыше он слегка напоминал по структуре Telstar, со слегка измененными цветами. А вот клубный чемпионат мира был сыгран мячами, которые использовались на Мундиале 2018 в России. Adidas Telstar в красном цвете, версия для плей-офф. Переносимся в Южную Америку. Кубок Либертадорес играется мячами Nike Merlin CSF. Ситуация примерно такая же, как и в АПЛ. Стандартный снаряд Nike Merlin со слегка измененной цветовой схемой и логотипом турнира. Неудивительно, что президенту Ла Лиги эти мячи надоели. Даже я уже устал произносить их название. Очень интересная ситуация с Азиатской Лигой Чемпионов. Ребята из той же компании Molten, на которую я упоминал выше, заключили контракт на поставку мячей для всех турниров под эгидой Азиатской конфедерации футбола, кроме Азиатской Лиги Чемпионов. Туда мячи поставляет и производит все та же компания Molten, но под брендом Adidas. Это стандартная модель Connex 19. Удивительно? На самом деле Molten является эксклюзивным дистрибьютором и, что важно, производителем продукции Adidas в Японии. В Азиатской Лиге Чемпионов сохранено присутствие именно немецкого бренда, потому что, скорее всего, это было обязательным условием Adidas перед подписанием контракта с японцами и передачей им части прав. В состязаниях сборных ситуация следующая. Самый престижный турнир, чемпионат мира, уже очень давно спонсирует компания Adidas. Пока даже сложно представить, чтобы на мундиалях играли мячами какого-нибудь другого бренда. Мячи с чемпионатов мира входят в историю, и их очень долго будут вспоминать, типа Тимгейста или Джабулани. Чемпионаты Европы также играют со снарядами от Adidas. На Евро 2016 были представлены снаряды под названием Божо, а сейчас в отборе играют мячами Adidas Connex 19 EQ на базе стандартного Connex. Новый турнир Лига наций также занят Adidas. Полная гегемония. А вот для предстоящего Кубка Америки компания Nike представила мяч под названием Nike Robisco. Стоит ли напоминать, что он сделан на базе стандартного Merlin? Креатива, как всегда, маловато. Ну и как я уже говорил выше, Кубок Азии играют мячами Molten, а вот Кубок Африканских наций теперь сотрудничает с английским брендом Mitre. Попробуем посмотреть на ситуацию рынка мячей в целом. При анализе топ-10 европейских национальных чемпионатов ситуация с брендами мячей следующая. Безоговорочно доминирует Nike, 70% рынка, по 10% у Adidas, Uhlsport и Derby Star. Скоро появится Puma. В международных клубных турнирах уже картина другая. Adidas доминирует с почти теми же 70%. Nike и Molten имеют небольшую долю. На рынке турниров среди сборных также доминирует компания Adidas. 50% состязаний играются мячами именно этого бренда. Остальные позиции в равной степени поделили между собой Molten, Mitre и Nike. А если говорить в целом про все более-менее значимые соревнования, включая национальные кубки, то ситуация следующая. Nike принадлежит около 38% рынка, Adidas 35% и остальные бренды поделили между собой 26% рынка.
Из всего этого следует вывод, что крупные игроки доминируют и в сфере футбольных мячей, и малым брендам приходится достаточно сложно. Несмотря на перевес Nike, я бы отметил Adidas, так как они, во-первых, делают свои мячи более уникальными, и во-вторых, их снарядами играют на более престижных турнирах, таких как Чемпионат мира, Чемпионат Европы и Лига Чемпионов. Nike же пытается доминировать на рынке национальных лиг и кубков, но, как мы видим, начинает сдавать позиции. Ла Лига первая забила тревогу и выразила недовольство шаблонным мячом. Напишите, мячами какого бренда вы бы хотели, чтобы играли в вашей любимой лиге. Какие вам нравятся? Лично я бы хотел, чтобы в РПЛ играли мячами Derby Star. Мне очень импонирует подход этого бренда. Заходите ко мне в Instagram, там я устраиваю опросы по ближайшим темам видео, делаю короткие анбоксинги новых бутс. Да и просто задавайте мне вопросы в директ по экипировке, отвечаю всем. А еще не забывайте о нашем паблике ВКонтакте, где мы рассказываем обо всех новостях из мира футбольных технологий и кипы. С вас подписка на канал и колокольчик, а с нас интересный контент. Дело за вами. Смотрите наши прошлые ролики и зацените наш канал про теннис. Я Юр Русанов. Пока.